Итак, снова работа. А то я что-то болтаю, рассказываю. Как же без работы? Напоминаю, что дом этот был купленный больше, чем за 200 тысяч евро. Потихоньку здесь делаю недостатки, исправляя, которые были недоделаны после строительства. Этот дом здесь купленный 10 лет назад. Мелочей очень много, хозяину некогда, да и, наверное, некому было заниматься. В общем, продолжение всего. Утепляю я его пенопластом изнутри. Последние 2 пенопласта купил, получилась какая-то фигня странная. Всю дорогу покупал, и я вам объяснял, что он стоит 2,60 лист. Ну и прихожу, сейчас даю ему там сколько, хотел дать 4, 5,20 что ли. Ну да, думал ему дать 5,20, он мне говорит, нет, 3,30 стоит. И так я теперь до конца и не понимаю, сколько же он стоит, потому что на своем Зморсе, как он называют его, магазине я спрашивал, тоже 2,60. Он говорит, нет, 2,40 стоит 2 сантиметра толщиной. Но я брал пакет, 20 штук, и я помню, что я заплатил 56 евро, у меня есть чек. Как говорится, театр начинается с вешалки, а работа наша начинается с закупки материала, подготовки инструмента и квартиры. Это, конечно, у меня тут детский сад, всего по чуть-чуть, но тем не менее в этой квартире, где я сейчас работаю, очень много всяких мелочей. Также я буду делать еще один радиатор, то есть одну батарею отопительную устанавливать. И сложность тут вот ничего не забыть, все посчитать и опять же куча всяких мелочей. Цены везде разные, ходишь, ищешь, где лучше, где хуже. Купил трубы. В прошлый раз я покупал вот такие, но они получаются чуть ли не в 2 раза дороже. А мне там изоляции особо не надо. Все надо, понимаете, всякие шурупы, стопы. Это называется в Италии стопы, у нас дюбеля. Это, кстати, самое важное, что у тебя должно быть всегда. Всегда что-то крепишь, разные размеры, разные дырки. И, в общем, цены тоже кусаются. Странную вот такую машинку увидел, без всяких обозначений. Еду на работу. Процесс езды тоже, по идее, по-своему разнообразие. Ну и это тоже разнообразие. Я это называю палестрой. Тяжело, не тяжело, а что делать, без этого тоже работа никак. И особенно, когда нету помощника, я не ищу даже на такие работы помощников, потому что мне важно, как я напоминал, постоянно поддерживать форму. Есть тоже ерунда, все это носилось и на 5-е этажи, и приезжали целые грузовики всего. Блин, уже скоро 10, вот так вот я пока ездил туда-сюда, голодный как черт. Сегодня у меня у кого-то волшебная яишенка, а у меня просто яйца в смятку. Минуту варим, не больше, вкуснятина. Просто бутерброд, просто с амстердамским сыром. Света, привет. Спасибо за сыр, еще раз. Попью чай, потом работать. Как же происходит этот процесс божественных яиц в смятку? Ничего не надо, никаких сковородок, никакого масла, каких-то дорогих плит. Просто открыли. Кстати, эти яйца у меня уже 2 дня здесь лежали. Я их все забывал с коробочки вытащить, что я их взял. Неужели они не в смятку? Я же их 1 минутку варил. Нет, в смятку. Просто божественное яйцо. Но в смятку. Обязательно соли. В общем, как-то так. Может, яйца поднимут просмотры. Просто замечательная. Пища богов. Или царей. Есть же такие штучки, что можно яйцо надрезать под стаканчики, под яичники. Не видели, такие продаются? Классная штука. Редко делаю, но довольно рекомендую. Так, блин, очень хочется подключить этот
Термосифон, бо в квартире и сыро, и холодно, и на улице. Вроде весна, вроде должно теплеть, и не теплеет. Надо закрутить эту штуку, не было шестигранника. Дома взял два больших. Те, что у меня есть тут маленькие, и у меня только такой. Что-то я для машины его придумывал, короче. Думаю, что закручу этим. Взял большой, взял поменьше. Как так, что оно... Не, все равно не подошло. Перед этим купил еще комплект шестигранников. Думаю, ну все, имею я. Нет, все время что-то не хватает. И понимаете, вот, что вам говорю? Пол машины инструментов, все привез. Нету одного ключа, все, ты ничего не можешь сделать. Вот такая вот работа универсала или вообще мастеров. И часто, да, эти гидравлики приходят, по 10 раз бегают туда-сюда, все время им что-то не хватает. Видите, работа несложная вот этих сантехников здесь, гидравликов опять же. И берут они за это хорошие деньги. Именно поэтому я занимаюсь этим сам, потому что, ну, что это я должен заниматься своей тяжелой работой, а вот эту легкую звать кого-то, типа у меня что, мозгов не хватает? Просто надо, чтобы инструмент был и все. Так, ну, в общем, мучился, в конце концов, вот так вот я поставил этот термосифон. Потом, если мне надо будет доделать внутри, я говорю, что мне здесь холодно и сыро. Закрою краники два, откручу две гайки, сниму. Ну, там чуть-чуть воды будет, ничего страшного. И тоже затрону один момент. Говорят, почему не под окном? Вы видите, как он классно сейчас стоит? Все тепло сразу идет сюда, понимаете? И воздух, который опускается с окна, подогревается здесь. Здесь бы он торчал. Неужели непонятно? Он бы торчал бы вот так вот. И когда с лестницы поднимаешься, нафига это надо? Это и визуально некрасиво. И он бы ничего особо не изменил. По-моему, так самое лучшее. Что скажете? Это тоже заказ хозяина дома. Говорит, сделай мне здесь вытяжку, потому что она здесь никак не продумана. Пусть она мне тянет снизу, ну и хоть какое-то движение по дому воздуха будет. Я говорю, ну здесь же есть портсиане, это, то есть решетка открывается, закрывается. Он говорит, мы пробовали, и вся вот какая-то черень, оказывается, вроде в горах, вроде чистый воздух должен быть. Он говорит, не, заходит всякая срань в комнату, и это тоже неудобство. Ну ладно, делаю дырку. Единственное, я ему сказал, что, говорю, там может быть балка над окном, скорее всего, идет. Он говорит, нет, вот это в самом верху, скорее всего. Ну, я пробовал, ни черта оно не идет. Конечно, можно было бы и бетон продолбать, но кому оно надо, и, в общем-то, нельзя. Вообще эти бетонные балки нельзя трогать. Но, чтобы понять, надо было помучиться. Понятно. Я говорил Андрею, что здесь, скорее всего, балка идет. Он говорит, нет, эта балка здесь нету. Чуть-чуть ниже пошло. Легко. Окей. Дальше проще. Дальше я... Просто надо было понять, что внутри стены. И дальше я буду работать уже вот этим. Окей. Так, не забыть поменять на молоток. Окей. А почему воздух грязный и черень всякая идет? Потому что топят дровами, пеллетом, всякой фигней. И это вот дым, он тянет внутрь дома. Дырка пониже оказалась попроще. Что у нас получается?
Ну, раз я закрываю эту стену пенопластом, половина розеток здесь просто не нужны, потому что изначально они были рассчитаны, что здесь кровать будет. Кровать в другом месте, поэтому я их просто что-то закрою, что-то оставлю. Спросил хозяина, я говорю, ты телевизор смотришь? Я говорю, антенна нужна тебе? Он говорит, не-не-не, закрывай. Видите, вот это была не закрепленная. Здесь сломалось ушко, и они ничего не сделали. Не знаю, куда отсюда. Там разберусь. Во-первых, они все проходные. Так, это розетка у нас под напряжением. Но можно и так работать. Лень идти вниз. По этой лестнице гонять туда-сюда. Как можно без этого? Ну, хотя бы нужны плоскогубцы. Во-первых, она проходная. Конечно, лучше было бы взять марсетту и соединить ее. Но можно и так. В общем-то, она будет под пенопластом. Ставлю я все-таки марсетту, если она у меня есть еще. Ладно, блин, пришлось отключить свет. Нет у меня подходящей марсетты. Я купил такие, если на вдруг, что мне надо удлинить ее. Дома целая сумка. Здесь тоже нужна отвертка маленькая, куча всяких. Только не та, что нужна. Но еле-еле это крутит. Ладно. Будем крутить этой. У хозяина нашел. Супер. Так, свет точно выключил? Точно. Так, следующий. Они, скорее всего, проходящие эти. Что-то куда-то идет дальше. Хрена мне искать, я просто их соединю и все, как они были. Кстати, может кому пригодится. В старых домах раньше, ну, в хрущевках, а то еще старее, попадались разные типы проводов, типа и медный, и алюминиевый. Так вот, ни в коем случае нельзя соединять скруткой медный провод с алюминиевым. То есть он работать будет, да, гореть будет, но из-за разности вот этих вот окисления этих металлов, они не дружат друг с другом. Потом теряется контакт. Медленно, постепенно, и в какой-то момент у вас что-то может то работает, то не работает. А в коробке такая скрутка, еще изолентой замотана. Это просто западло. Такие два провода соединить можно, но только вот через такую колодку. Ну и здесь мы что? Ну да, чтобы она же куда-то идет. Соединим просто изолентой. Так просто для разнообразия. Для разнообразия контента. Твою мать! Окей. Все. Эту мы использовать не будем. Будем использовать эту. И сюда поставим потом еще один симус. На сегодня баста. Предложил поставить сюда, может быть, вентилятор захочет. Но для этого мне надо провести сюда провод. Ну, сделаю маленькую штрабу.
сразу на 0. Это надо 0 будет украсть. Ладно, потом. Забей. Теперь, как и везде, надо отбить эту бочковку. Ну и отбить это полдела, чтобы ее потом поставить на место, ее надо будет зачистить все. Ну вот, подготовительные работы окончены. Ну а здесь мою гипсокартонную стенку еще одну руку дам, пусть подсыхает, пока тем занимаюсь. На первом этаже я все клеил на клей плиточный, ну и есть специальный клей. Меня спрашивали, почему не на пену. Ну вот, пожалуйста, можно и на пену. На всякий случай предупрежу, что пена специальная, она не сильно расширяется. Ну и перед этим подготовил стену, процарапал ее хорошо и прошел грунтовкой. Напомню, что такой лист стоит 2,60 евро. Пена стоит что-то там 7-8 евро. И пистолет, кому интересно, такой стоит тоже 12 евро. Ну, к нему надо еще покупать политоры, ну, чтобы после работы его сразу чистить, бо засохнет и выкинете. Наверху я не рискнул только на пену ставить, прикрепил этими грибками. Да и, наверное, без грибков она бы падала. Не стоять же, не держать лист руками. Пенопласт легкий, поэтому я посчитал, что один грибок на один лист достаточно. Да и стену не очень просто сверлить эту. Ну, в общем-то, и не критично сложно. Больше всего меня задолбало вырезание этих кусочков, блин. Ну и что мне еще показалось странным, что вытяжка прикреплена, нету трубы, нету ничего. Да, там делают сейчас угольные фильтры, но смотрите дальше. Просто прикрутили и как так?
Укусила у меня эту фигню. Фреза начала шататься. Понимаете? И я не могу открутить эту гайку. Блин, у меня... Короче, учите меня. Я не умею с этой фигней пользоваться. Буду старым проверенным способом лобзиком. И народ, помогите мне, как вытащить эту фрезу? Она стала шататься. Здесь фиксированная есть кнопка, которая фиксирует для откручивания. И нечем для ключа ничего нету, чтобы зажать. Это не особо держит, это не откручивается, это шатается. Что мне делать? Блин, купил новый, где я ступил, в каком месте? Хорошо, более-менее нормально. Плюс наш напильничек. Как же без него? Штука. Все, она входит. Больше мне ничего не надо. Теперь у меня еще есть одна полочка. А вот это надо тоже сделать, и все. Тут проблема. Ну вот, ну все, понимаете, как провод. Это мне куда деться этому проводу. Он там посередине выходит, должен где-то мастыриться под плиткой. Надо просверлить здесь дырку, и он должен войти внутрь шкафчика. Где он будет? Где-то тут. Все, дырочка есть. Теперь все цивилизованно. И можно сразу прикрутить ее, поставить вместе с капой, с вытяжкой. Видите, как тут были какие перегибы? Все. Окей. Ну и можно же сказать: Андрей, ты ж тупой, здесь же стоял угольный фильтр. Давайте посмотрим на угольный фильтр. Вот этот фильтр может что-то вам отфильтровать, скажите? Что это за понты, блин, вообще? Итак, испытание. Бываем. Надо еще лампочку поменять. Лампочка сгоревшая. Там поставил снизу такую прокладку, сверху. То есть она жестко здесь стоит. Единственное, что вот это надо только будет закрепить. И то, видишь, она херачит. Даже ничего не соединяю тут. Так, ну и трубу эту я протяну. Вот здесь вот была, есть дырка уже готовая. Только тот шкафчик надо будет убрать. Он говорит, он мне нафиг не нужен. Не знаю, может поставлю куда-то туда, под низ. Все, вот такая работенка у меня эти дни. Комментируйте, что не так, советуйте. Ну и по этому фрезеру жду ваших комментов. Что-то пока я не придумал, как решить проблему. Всем пока.